Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хоп, 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 хоп. Сейчас. Да не, это потом. Все потом. Все там, Подожди, начинаем? подожди. Ну что, начинаем? Погнали. Давай, погнали. Я уже думал, ты рыбу тащишь. Да, все, пошло. О, точняк прям. Мы с тобой практически на одной дистанции сидим. С кем, с Никитой? Да. Потому что я подальше кидаю, кормушка тонет, и как раз к Никите на дистанцию. Что-то у вас близко получается. Нормально. Самое то. Понятно, вообще капец. Противоположный берег. Никогда не поздно уйти подальше. Ну давай-то начнем вместе ловить. Или ты начал уже? Нет, еще. А, ну все, закармливаем. Я кормлюсь еще. Десять минут на закорм, да начинаем ловить и все. 10-20 начали, в 10:30 начинаем ловить. А? Сразу же по жести начинаем. А? И тут же я поймал банку с опарышами, и она просыпалась. Так. Ну что, начнем? Да, давай. Поехали. Итак, ребятушки, сегодня будет необычная рыбалка, а именно фидера против матча. Нас тут целая компания. Вон Андрей, Юрич, я, Егор и еще Володя. И все они с фидерами против меня одного матчевика. Ловить я буду на поплавок. Слайдер. Эх! Дальнего заброса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мало того, ребятки, здесь еще глубина где-то метров 6. Должно быть 8, но, как видите, уровень сильно упал и не хватает пару метров. Поэтому глубина где-то около 6 метров, но точно никто не знает. Но оно нам как бы и не надо. Володя ловит уже давно. Ну как, минут 40 уже точно. Ни хрена еще ни поклевки, ни тычка не было. Андрей тоже уже, по-моему, делал какие-то забросы. Такая же хрень, вроде бы тоже ничего не было. Ну а Егор решил мне составить конкретную компанию и посоревноваться со мной. Матч против фидера. Так, где мой поплавок? Ребята, у меня что, поклевка? А что-то я не вижу поплавка своего. Почему-то он утонул. Ну, конечно же, это не поклевка. Сессия не знаю, сколько будет длиться у нас, пока не надоест. Закормил я, ну, штук 20, наверное, отправил туда котлет. Егор штук 15 кормушек. Вот у меня один узел. Он постоянно слетает, но это не страшно, зато второй нормально. Кстати, по узлам надо сейчас четко засечь. Ага. Ну, глубина, да, где-то метров 6. Значит, давайте чуть-чуть увеличим глубину. Чуть-чуть. Буквально вот так. Так, посмотрим, что у нас тут с наживкой. С наживкой все нормально. Можно перезабрасывать. Что сейчас было, я так и не понял, почему поплавок утонул.
Я тоже не понял. До этого он прекрасно себя чувствовал и не тонул. Раз, два, три, четыре, пять. Прикормочку я, конечно, немножечко раскидал. Хоть расстояние здесь и небольшое. Ну, метров, 20 где-то, грубо. Метров 20 расстояние ловлю. Егор, кстати, тоже ловит примерно так же. Ну, на 2 метра, может, подальше. Хотя он промерялся, маркерился, я за ним не смотрел. Что он там мутит. Вот. Я решил, что буду так ловить. Потому что мне так комфортно. Не стал я пробивать дно. Хотя коллега сказал, что тут и ил, и не ил, и бровки, и шмовки. Но я здесь ловил. И скажу вам так, ребят. Здесь можно, конечно, что-то найти. Но, наверное, даже... Так, а у меня опять поплавок почему-то утонул. Что-то я вот этого вот не понял. Почему он тонет? Интересно. Девки пляшут. Ну, в общем-то, сколько я здесь рыбачил, а рыбачил я здесь не раз. Все эти рыбалки есть на моем канале. В том числе я тут поймал огромного леща. Это было тоже не так давно. Поэтому особо я дном не заморачиваюсь. Здесь ловят либо близко, либо далеко. Клевать может как там, так и там. Так, а поплавок мой ушел под воду. Почему-то. Совершенно непонятно почему. Сейчас буду разбираться, что происходит и почему это происходит. Да, интересно. Оба, это кто такой? Обалдеть. Видели, да? Доплыла прям до нас. Нифига. А, вот она, смотрите-ка. Вот она, ребятки. Вообще не стесняется. Пожрать, походу, пришла. А жрать ей здесь нечего. Так. Ну, давайте попробую еще немного увеличу глубину. Хотя вообще это неправильно. Я не понимаю, почему поплавок тонет. Так, ну что-то странное происходит, если честно. Я не понимаю. Раз, два, три, четыре, пять. Оп. Ну, хоть не путается, это уже радует. Я даже, видите, не смог ничего воткнуть туда между камней, поэтому придется удочку держать. Так, вот сейчас медленно отгружается. Попозже я вам покажу, если начнет клевать, я вам поплавок, естественно, покажу. Может быть, даже и поклевки увидим. Но я надеюсь, что увидим. Солнце выходит, поплавок видно четко. Солнце скрывается за облаками, я его практически не вижу. Черную антенну пробовал ставить. Тоже очень плохо видно. Вот сейчас поплавок нормально. Не тонет. Егор, что, у тебя есть поклевки? Нет, пока не Пока обсосов, нет. ни поклевок. Ну, если что, говори. Сразу скажу. У кого будет клевать, кричите. Ребятки, закормил я специально линию целую. Ну, не возле вот поплавка одну точку, а как бы старался по линии. Ну, конечно, раскидал я немножко прикормку. Но ничего страшного. Увлажнил я ее достаточно так хорошо, чтобы комки, естественно, не разлетались, долетали до дна. Ну, так вот, средний сейчас увлажнил, не сильно, не слабо. Прикормка у меня, естественно, темного цвета получилась за счет грунта. Прикормку разную намешал, 3 вида. Вот, у Егора там свои секреты. У Андрея я еще не спрашивал, какая прикормка. Так, вот что-то притопило поплавок. Не, нормально. Не. Дует ветерок. Ну так, боковой, но нам в лицо. То справа дунет, то слева, непонятно. Ну, в общем, ловим. Ну, прошло минут 10, наверное. Давайте будем вытаскивать. Сидеть здесь не очень-то удобно. Сыпуха. Ну, ладно. Так, смотрим, что у нас есть. И чуть-чуть сейчас прибавим глубину. Чуть-чуть прибавим. Вот так. Обычно, ребятки, в большинстве случаев я ловлю на черную антенну. Но сегодня поставил красную. Но монтаж у меня самый обыкновенный сегодня. Ничего такого.
Кому интересно, пишите, я сниму отдельный ролик. Но уже никаких трубочек, ничего у меня здесь нет. Так, наживка, как видим, абсолютно целая. Егор тем временем уже раза 3 перебросил. А я, видите, только вот первый раз сейчас буду менять. Мотыль сегодня классный, крупный. Повзаимствовал у Егорки. Он парень добрый, поделился. Тут с половиной народа мотыля. Мотылем. Открою вам небольшой секрет. Все ловят на опарыша с мотылем. Одевают по 2 опарыша и по несколько мотылей. Ну и я также. Вот сейчас одного одену опарыша и несколько мотылей. Солнце светит в лицо практически. Но надеюсь, хоть что-то вам будет видно. Раз, два, три, четыре, пять. Опа! Когда леска сходит с катушки, значит все нормально и ничего не запуталось. Поплавок очень долго отгружается. Ага, вот, все, огонь. Соответственно, кидать я буду то левее, то правее. Буду смотреть. Потому что, как я уже сказал, прикормочку я раскидал. Плюс поплавочек все-таки немножечко туда-сюда плавает. Но вот сейчас я увеличил глубину, и он немного торчит. Но это нормально, значит, он заикарился. Я его прекрасно вижу. Но вот чуть выше сейчас он стоит. Ты что-то вообще ближе и ближе ко мне. Сейчас чуть промазал. Ага. Тем временем, ребятки, поплавок мой исчез с горизонта. Возможно, это и поклевка. Во сне. У Андрюши первого поклевка. Ну, он, конечно, и раньше закормился. Да, посмотрим, что он там вытянул. Иди сюда. Давай, 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 давай. О, ну такой, грамм 300. Ну что ты, господи. Неудобно одной рукой. Эх! Да, Есть. вот они, профессионалы. Да. Давай показывай свою рыбеху. О, Вот он первый. Ну-ка, да, спасибо. с почином. Вот он. Ну такой, да, хорошенький, жирненький. Ну, такой, да. Но мы будем ловить крупнее. Молодец, Андрей. Вот когда я так удочку кладу, у меня поплавок топится почему-то, зараза, не понимаю. Почему? Ну, вернее, я понимаю, почему. Леска уходит слишком глубоко, наверное, и притапливает его. О, абсос. Вот так вот, ребятки. Абсосы конкретный. Вот она, поклевка. Заснял все, но к сожалению, мимо. Поторопился я, наверное. Хотя наживка целая. О, как погрызанный чебачок Андрей поймал. Юрий Молодец. А, Юрий Михайлович поймал? Раз, два, три, четыре, пять. Ах, немножко не туда. Ну ладно. А, не, нормуль. Че, Егор, говоришь, пару поклевок было, да? Да, пару потяжек видел. Ага. Ну, яркий
температура. О, Егор, по-моему, обрыбился. Да, тащит, походу, что-то. Что, большая? Идет тяжело, либо с травой, либо что. Идет прям тяжело. Я справлюсь, Андрюх. Знаешь? Да, конечно. А как же помощь, товарищи? Да нафиг она, Ну, помощь! Я подсачил. Кто подсачил, того и рыба. Да, 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 да. Знаю я таких вас помощников. Да мне чужого добра не надо, мне свое хватает. Ну так. А, он тут уже, я его там Ну, жду. на берегу у тебя. Я что-то привык на дальнике-то рыбачить. Мелкий? Ну, Ну, а панику-то поднял. панику, да, конечно, поднял. У меня рыба, да малька какого-то Кормушка не вытащил. это. Ну-ка, Не вымылась. показывай. Сейчас покажу. Малька какого-то поймал. Да ладно вам, малька. Ну, нормальный, да. Издеваетесь тут пришли. Да ладно. Нормальный. Ну, Как такой здесь? же, как у Андрея, Да, короче. поменьше, наверное. Во, смотри, поднимает поплавок. Подняло. А что дальше? Опустила. Боюсь уже дергать. Не, стоял. Непонятно. Вот опять опустила. Ну, может, это и ветер, конечно. Но... Что-то его притапливает жестко. Пока стоит на месте. Во! Ребятки, поклевка! И вот она, рыба, наконец-то! Ух, что-то хорошее, ядрить, твою мать! Но это я, как обычно, в своем репертуаре сдвинуть вообще не могу. Вот это да! Неужели рыба? Наконец-то! И хорошая! Да, смотрите, как дергается. Моя удила! А тут же бровка туда. А у меня леска-то тонкая, леска-то 0,2 всего. Да, что-то это узлы. Так, тихо. А. Вот он, красавец. Вот он. Оба, есть. Ну такой, ну хороший. Ну-ка. Фу, ну да, слушайте, это походу... Да, оставляй. Фу. Ага. Наконец-то и на нашей улице случился праздник. Да, походу это самый крупный, ребятки. Да, Егор? А. Так, отлично. Так, осторожно. Давайте я положу. Ага. Рыбу я сегодня заберу, которую поймаю. Просили меня рыбку, так что... Оба! Так, главное сейчас не нырнуть. Как это делают некоторые товарищи. Да, хрен ты там его это. Ладно. Смотрите, ребят, сколько соплей от него. Ох. Только поменял поводок, поставил длинный поводок, ну сантиметров 35, наверное, около даже 40. И сразу же вот случилась поклевка. До этого стоял короткий поводок. Я так и понял, что с коротким здесь вряд ли что-то светит. А взял он у меня на одного красного и на одного белого опарыша и пару мотылей. Егор обиделся. Егор расстроился. О,
Что увидел? Нихуя поросенок, нормально. Дома. Ну показывай своего малька. Никита, сейчас покажу. Я таким, Никита, на крючке кыш говорю, вон, я их даже Да. не вытаскиваю. Я ж говорю, малек. О, нифига себе, вот это уже не малек. Да, вот это уже хорошенький лещок. Пойду сейчас догонять коллегу. Так, решил я докормить, ребятки. Что-то пошли у меня то запуты, то распуты, то поводок что-то оторвал. В общем, сплошные несчастья. Егор там уже наловил леща 4, наверное, поймал. Ну, потом все увидите, естественно, покажем его улов. А у меня что-то какие-то оказии и неувязочки пока. Но у других товарищей что-то тоже ни хрена не клюет. А я после того, как поймал леща, что-то пару раз запутался и решил перекусить. В общем, и пока я все это делал, Егор тут натаскал. Но сейчас у него тоже вроде не клюет. Затишье какое-то. В общем, рыбка не очень активна. Ну вот сейчас докормим. Будем пытаться ловить дальше. Так, ну что, давайте закармливать. Ох ты, хороший докорм. Чуть Егору в лоб не засадил. Хороший бросок, но не добросил. Отлично, но далеко. Поближе надо чутко. Да. О! Это, ребят, говорит о том, что я уже устал. Просто-напросто. На матч, к сожалению, очень быстро устаешь рыбачить, потому что махать им приходится очень часто. Да, опять раскидал я. Егора опять рыбу завалил. Тянет. Вытянуть не может. Сейчас посмотрим, что у него там. Нет. Нету? Мелкий. А, мелкий. А что ты с ним елозишь тогда так долго? Поводочек тоненький, крючочек маленький. Сколько у тебя поводок? 0,09. А. Так, тихо. Да, малыш. Но хорошенький. Ага. Давайте посмотрим. Ох. Да, маленький. Но все равно рыба. Молодец. Вот я боюсь, что я тебя сейчас зацеплю. Давай. Камеру-то я не зацеплю. Эти. Чего ж ты хочешь? Да, трешку ловлю. Так, ты опять плавок не тянет. Вот он трешничек уже перехватил. Понять не могу, тяжело идет, а рыбы вроде нет. А нет, рыба? Рыба? Да. А что, поклевки не было, да? Была маленькая, я видел этот подергунчик. Так, не забудь взять сзади это. Ага. Пока что расскажи. Да. Иди сюда. Они от таких отказываются, говорят. Мы таким на крючке кыш говорим. Кыш, говорят. Вот такой вот. Он просто что-то подмешал туда. Да ладно, подмешал. Бросит, там колдует, шаманит по-любому. Подмешал, колдует. Сразу начинают тут на честного человека наговаривать. По-любому, да. Вась, говорю. Вась. Вибрацию создал такой. Я предлагаю его
это, умножить на 0 и убрать с берега. Ничего себе. Вот это значит, приезжай на рыбалку, рыбу половим. Все, Егор домой пешком идет. А теперь умножить на 0 с берега Не трог выгнать. ты нам, понял? Вот так вот. С этого всегда и начинается. Вот так вот мы и теряем друзей, да? Стоило 2 рыбки поймать, и все, не друг ты нам больше. Не звони нам больше, понял? Все. Не пиши, не звони. Стану я главным хейтером канала ТВБ ловит. Приехал, унизил, оскорбил, Еще и оскорбил. растоптал, наплевал в душу. Контент делаю. Раз вы рыбу не ловите, кому-то же надо. Знать бы тебя больше не хочу. Всё. Вот так вот. Еще и знать меня больше не хотят. Не кидай мою точку. Рыбу спер у меня. Я тебе кормлю, а ты спер. Типа подняло поплавочек и... Я, как обычно, на букву «Ж». Надо было подождать, но я настолько уже обрадовался. Он так сказал, как это, знаешь, диктор. Да, вот он абсос, конкретный абсос. Видите? Тоже про это сейчас Прям в рассказывали. прямом эфире. Конкретный абсос. Потом обратно взяли. Но Блин, ну как же я так-то ложанулся, а? Ладно. Он поверху плавает, но не клюет. О, поклевочка. Есть. Рыба. Да не смотрите вы на меня так, я не специально. Тоже небольшой. Ну вот опять на 4-м часу я ее раскормил, она подошла. Так, ну-ка, Егорушка, давай снимай своего леща и дай-ка мне свой поводочек с крючком. Вот так вот, да, значит? Да. Ты на фидер хочешь? Нет, я это на себе поставлю. У меня леска толстая просто. Вот киты у меня есть, но готовые. Не, вот твои мне не надо. Заглотил? Не люблю в рыбе ковыряться, если он заглотил. Поводочек тебе с крючком. На, держи. Это такой же? Да. Ага. Вот, смотрите, какой мизерный у него крючок. И какой тонкий поводок. Сейчас я его себе поставлю. А у тебя-то есть еще? Да есть, конечно, у меня всегда все на запасе. Понятно. Я прям забирай бобину. Да зачем мне бобина-то? А, да, конечно. Ой, я иголку потерял. Нет, там не все пустые, там есть, но они длинноватые. Егорушку, прости, иголку потерял. А там последний он был. Все, спасибо. Ну, у него, видишь, какой махонький вообще крючок. Ядрить, мадрить. Ну, у меня есть что-то наподобие. Так, ставлю поводок егоровский. 0,9 леска и маленький-маленький крючок. Сейчас попробую. Но у меня сейчас, видите, запут был, а я и не заметил, что у меня запуталось. Зацепил, что ли? Да. Крючок там не крючок не остался в ней? Вот, блин. Значит, ты прав, Егор. Да, и я походу запутался, либо крючок оторвал. Что, серьезно? Да, вот смотри. Пятно мотыля. Блин. Вот при забросе на это цепляется. Да, и крючка нету. А Егор меня предупреждал, а я его не послушал. Где-то вон это. Да твою ж мать. Если листок тебе оказался, то оденешь. Ну чё, Юрич, не ловится ничего на твой крокодил?
Ну, почему плотводну поймали? А, плотву поймал. Сейчас вот до этого достали, крючок вообще полностью обсосанный. Одна шкурка висит. Сколько вы рыб-то поймали? 2 на двоих, да? Мгм. По одной. Нормально. Одна вообще вот здесь вот с ближней точки работает. По-моему, что-то у тебя клюет, да? Что-то было. Да не, это глюк. Че, Володь, ни одной поклевки, да, не было? Вообще ни одной, да? На дальнюю дистанцию один раз обсос достал и все. И все, да? Жесть. Ветра. Да. Хороший. Очень хороший. Тяжело идет. Андрюх, подсадишь, пожалуйста, а то мне придется через Никиту в голову перекидывать. Он с той стороны будет. А, со стороны. Да. О, хороший, хороший. Иди сюда, иди сюда. Ай, ух ты! Вот это да. Вот это лапочка. Сейчас фоткаем. Сейчас я цеплю от поводка. Егорушка сегодня в ударе. Как думаешь, сколько? Чуть за кило. Ну, потом взвесим. Класс. Давай. Да, что-то подняло поплавок. Я тут ходил, пока снимал Егора. Вон поплавок поднятый. Сейчас посмотрим, может у меня там тоже что-нибудь сидит. Да, ребят, там рыба. Вот так. И хорошая рыба. Вот так вот. Да. И, по-моему, она уперлась в бровку. Ну ладно, отпустим. Да, это была рыба. Я ее протащил 2 метра. И она, пошла. И сошла. Да. Или нет? Есть, по-моему, рыба, ребят. Есть, но, по-моему, не крупная. Или я что-то зацепил. Палку зацепил. Ну, у меня такое ощущение было, что там была рыба, но не факт. Может быть и не было. Ладно. Да, наживка целая. Нет, это была не рыба. Жаль. Вот, как сказал Егор, 1 опарыш, 2 мотыля. Сейчас посмотрим. Но что-то пока не помогает ни его поводок, ни его крючок. Ловим мы практически, ну, можно сказать, с одной точки. Но что-то как-то... Короче, мы сейчас все Мне поедем. даже кидать просто некуда дальше, если я достану. Короче, мы сейчас все домой поедем, потому что сейчас все перехлестнемся и поотрываемся. Володь, давай еще ты.
Короче, тут ржака такая. У Егора единственное, кого клюет. Смотрите, я туда забросил. Андрей туда тоже забросил. Егор ругается. Говорит, мы сейчас все поперехлестнемся. А нам плевать. Смотрите, он взялся за голову. Все. Нарыбачились. Нарыбачились. Он только что... Со всех сторон. Он только что поймал леща хорошего. А я понял, по поведению поплавку у него там яма какая-то. Поэтому... А он говорит, типа, надо было маркериться. Ну а как я поплавком-то? Ну мог бы, конечно, но это бы столько времени у меня заняло. Мне просто неудобно, и он же меня ждал, Егор, чтобы начать вместе. Да что ж такое, да? Какой-то беспредел вообще. Ловим рядом. У него клюет, у меня нет. Да что ж Даже я сейчас такое? встану, положу рядом кормушку. По-любому ничего не поймаю. Мелкий, да? 400, 200 Малыш. грамм. Даже 150, наверное. Вообще малыш. Ага. Ты меня чуть не напуканил, блядь. Короче, суть происходящего. Ни хрена ни у кого ничего не клюет. Егор ловит, все пришли к нему и пытаются кинуть прям в точку лова, где ловит Егор. Всем плевать, что Егору это не нравится. Оба. Хороший заброс. Давай, Володя, прицельно. Отлично. Ну, примерно то же самое. В общем, ребятки, 5 часов мы отсидели, без 24 сейчас. Вот сейчас будем взвешивать улов. Улов Егора, ну и мой улов взвесим. Хотя мой, что его взвешивать? Не будем. Ладно, давайте улов Егора взвесим. Мой не будем, у меня всего лишь одна рыбка. А у Егора тут много. Естественно, он всех сделал. Но на то он и спортсмен. Ух ты, ничего себе. Смотрите-ка. 3. Ну, 3700, короче. 3700 получилось. Давайте взвесим теперь самого крупного. Но это с головой. 100 грамм весит. Так, давай вот этого за жабру прямо его возьмем. Да не, давай в голове, в голове. А, в голове, ну давай. Чего внутри достаться? Так, 3700 у тебя с башкой. Ну, башка сколько весит? Ну, потом можем ее взвесить. Сейчас башку взвесить. точно есть. А, меньше Кило 85. Но Меньше это с головой. Вот он лещ. Хороший. Крупный, хороший лещ. Но до рекорда, конечно, далеко. Ну, вот и все, ребятки. Вот вся наша банда, которая сегодня принимала участие в фидерной рыбалке, а также в матчевой ловле. В общем, матч сегодня проиграл вообще впустую. Да и фидер выстрелил только один. И надолго мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся. Пока. Всем пока. Пока. Ну и вот моя рыбулька, ребятки. Пойманная на матчевую удочку, на поплавок слайдер на глубине 6 метров. Она, конечно, не крупная, взвешивать я ее даже не буду, но тем не менее, я все-таки рыбку поймал. Вот такая моя рыбешка.